Привет, друзья! К работе над легендарным фильмом «Кулак ярости» Брюс Ли вместе с режиссером Ло Вэем и продюсером Раймондом Чоу приступили вскоре после выхода фильма «Большой босс». Окрыленные успехом первого фильма, создатели вложили немалые средства в производство и не прогадали. «Кулак ярости» называют одним из лучших фильмов Брюса Ли. Стоит отметить, что работа шла не очень благополучно. На съемках фильма Брюс окончательно разругался с режиссером Ло Вэем, чей устаревший подход к режиссуре не устраивал его. По воспоминаниям современников, режиссер не хотел привносить в фильм современные новшества и учитывать пожелания актеров, с которыми работал над фильмом, а постановка боевых сцен его вообще не волновала. К счастью, большинство сцен в этом фильме поставлены лично Брюсом, и это чувствуется. Снят фильм той же съемочной группой, что и предыдущий фильм, и с теми же актерами, которые играли уже других людей. Например, Джеймс Тьен, игравший в предыдущем фильме брата Чена, здесь играет одного из воспитанников школы кунг-фу. По сюжету Брюс играет молодого мастера боевых искусств по фамилии Чен и возвращается в родную школу боевых искусств в Шанхае и узнает, что его наставник недавно скончался от неизвестной болезни, а школу кунг-фу пытаются подмять под себя агрессивно настроенные представители японской школы карате во главе с мистером Судзуки, играл которого актер Рики Хашимото. Чен узнает, что учитель был отравлен предателем Фэнгом, которого в свою очередь нанял мистер Судзуки. Поскольку Шанхай захвачен японцами, а закон и порядок не на стороне китайцев, то собратья Чена по школе кунг-фу принимают решение затаиться и не предпринимать никаких действий по восстановлению справедливости. Герой Брюса, наоборот, решает действовать самостоятельно. Прекрасно поставлены поединки в этом фильме, в которых главный герой просто исключителен. Здесь Брюс впервые представил свое виртуозное владение нунчаками. Японские противники, впрочем, тоже представлены ничуть не хуже, демонстрируя владение карате и джиу-джитсу, а также прекрасную технику владения мечом. К сожалению, финальная схватка между Брюсом Ли и Рики Хашимото очень непродолжительная и заканчивается толком не начавшись. Наиболее интересна предфинальная схватка между Брюсом Ли и Робертом Бейкером, сыгравшим в фильме русского бойца по фамилии Петров. Вышла очень напряженная схватка, но опять же преимущество Брюса в скорости и более совершенной техникой видно невооруженным глазом и становится очевидным поражение противника. Также стоит отметить в этом фильме Нору Мяу, очень обаятельную девушку и хорошую актрису, к сожалению, так и не добившуюся серьезной популярности. Также в массовке мелькают еще совсем юные актеры, это Юникорн Чан и Юэньба, а также Лан Чин Йинг и Джеки Чан, которые спустя несколько лет внесут серьезный вклад в реформирование гонконгского кинематографа. Кстати говоря, Джеки Чан выступил в этом фильме и в качестве каскадера. В частности, именно он дублирует Рики Хашимото в финальной сцене схватки с Брюсом Ли, когда персонаж Хашимото от удара Брюса вылетает в окно и с высоты в несколько метров падает на землю. В общем, «Кулак ярости» — это хороший и зрелищный фильм, недостатки которого замечать не хочется, а достоинства заметны и современному неискушенному зрителю. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.